Я на святой для всех сталкеров земле, в зоне отчуждения. Уже четверть века эта местность по праву является одной из самых диких в Украине. Я нахожусь в нескольких десятков километров от печально известной Чернобыльской атомной электростанции. В районе станции вы обязательно встретите сотрудников, охраняющих и обслуживающих данный объект, но здесь, за многие десятилетия, я буду первым, кто прикоснется к дикой природе. Состав снаряжения: нож, спички, фляга, коагулянт. С вами Игорь Молодан. В мире дикой природы, зона отчуждения. Пожалуй, здесь ничего не напоминает о случившейся более 25 лет назад трагедии. Радиация – это незаметный враг, который, как утверждают ученые, способен уничтожить все живое на Земле. Но, судя по всему, растения и животные могут приспосабливаться к подобным условиям, в отличие от нас, людей. Животный мир зоны отчуждения довольно разнообразен. Зимой здесь можно встретить стаи волков и семейство диких кабанов, косулю и оленя, табун диких лошадей, рысь, лисицу и зайца. В реках водится множество видов рыбы, а в прибрежной зоне много пернатых и грызунов. Зона отчуждения и зона обязательного отселения. Запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Площадь украинской зоны составляет около 2598 квадратных километров. Административный центр зоны отчуждения – город Чернобыль. Гражданское население в количестве около 200 человек проживает в 11 заброшенных населенных пунктах. Количество персонала, работающего в зоне отчуждения и на ЧАЭС, составляет примерно 2000 человек. На территории зоны находятся 11 объектов природно-заповедного фонда Украины. Передвигаться по высокому снегу довольно затруднительно. В этом случае я могу предложить наиболее простой из доступных в данной обстановке способов увеличения площади подошвы обуви, используя лопник. Для изготовления снегоступов из лопника понадобится одна густая или две менее густых сосновых ветки. Важно, чтобы ветви располагались в одной плоскости. Подобрав подходящий лопник, шнурками он перевязывается вокруг стопы, фиксируя основную ветку к подошве. Увеличенная таким способом площадь подошвы не даст ногам погружаться глубоко в снег, облегчая тем самым передвижение. Скорость движения зависит от физической подготовки, но передвигаться в снегоступах все равно гораздо быстрее и легче. Продолжительность активной деятельности человека в зимний период может составлять около 10 часов в сутки, но обычно занимает все светлое время. Оставшиеся 4 часа затрачивается на обустройство жилья, добычу и приготовление пищи, 10 часов на сон и отдых. Если маршрут длится более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1-2 часа, используя подручный материал. Чтобы изолировать себя на привале от снега, холодной или мокрой земли, можно воспользоваться вот таким сиденьем. Делается оно очень просто. Три палки, одна из которых может быть посохом, соединяются между собой любым шнурком в виде буквы А. И такая конструкция прислоняется к дереву или в его отсутствие ставится упор с противоположной стороны.
Чтобы комфортно себя чувствовать в любых неблагоприятных условиях дикой природы, достаточно уметь делать 4 вещи, всего 4. Первое – добывать воду, второе – добывать огонь, третье – добывать пищу и четвертое – строить укрытие. Вы можете бесконечно долго идти, меняя направление и обходя преграды, возникающие на пути, испортить одежду или потерять обувь, оказаться среди хищных животных или остаться без снаряжения. Но именно эти 4 составляющие – вода, огонь, пища и укрытие – помогут вам выжить. Как далеко не иди, но рано или поздно встает вопрос о ночлеге. Обычно начинать задавать его себе нужно часа за 2 до наступления темноты, с тем, чтобы успеть построить укрытие, развести костер и позаботиться о пище и воде. А вот такие кисточки тростника легко воспламеняются, поэтому я использую их в качестве трута для разведения костра. А вот еще один источник трута – початок рогоза. Его же можно использовать в качестве дополнительного материала для теплоизоляции, помещая под верхнюю одежду. А вот, на мой взгляд, подходящее место для ночевки. Поваленное дерево уже фактически является естественным природным укрытием. Мне останется лишь немного почистить внутри и заслать стенки лопником. А вот похоже на следы волков. Надеюсь, этой ночью они мной не заинтересуются. До наступления темноты за 40 минут я успел накрыть только одну сторону шалаша. Получился вот такой вот односкатный шалаш. Гораздо хуже обстоит дело с костром. Его я разводил около часа. Рельсовый костер используется для приготовления пищи, сушки одежды и обогрева. При его сооружении разгоревшаяся растопка закрывается от ветра 2 бревнами, уложенными по ее краям на поперечные ветки. На бревнах можно устанавливать емкость с водой и готовить пищу. На ночь бревна укладываются горизонтально, образуя костер надья. Либо ложится 3-е бревно для 3-бревного костра. Огонь вселяет оптимизм. В своих автономках я не упускаю возможности воспользоваться дарами природы. И сейчас я приготовлю витаминный напиток из снега и хвои. Кстати, сосна довольно распространенное дерево и очень к тому же полезное. Сосна – хвойное дерево высотой до 50 метров. Орешки, находящиеся в шишках, пригодны в пищу. Из хвои и зеленых шишек варится витаминный напиток. Отвар почек обладает кровоостанавливающим, отхаркивающим, мочегонным, дезинфицирующим, противовоспалительным свойством. Отвар из хвои обладает противомикробным, болеутоляющим и витаминозным свойством. Желтая пленка коры прикладывается к ранам. Корни пригодны для плетения корзин и канатов. Кора является заменителем пробки. Древесина легкая, мягкая, смолистая, прочная, является прекрасным материалом для костра и строительства укрытий. И не забывайте обеззараживать воду. Я обычно пользуюсь уже проверенным коагулянтом, который уничтожает не только бактерии, но и радионуклиды. К сожалению, ни один другой метод очистки воды, даже дистилляция, не подходит на зараженной радиацией территории. Основным условием для комфортной ночевки в зимнем лесу является достаточное количество дров. Также не мешает запастись копьем на случай интереса ко мне со стороны хищников. Для изготовления копья достаточно расщепить один конец посоха и вставить в него полотно ножа, зафиксировав веревкой. Вообще не мешало бы поставить на ночь несколько селков, сделанных из шнурков. Но у меня нет приманки, и я не увидел на снегу четко выраженных троп животных. Значит, ставить на авось будет глупо. Поэтому я ограничусь только хвойным напитком и лягу спать.
Встретимся завтра. Ночь прошла на удивление спокойно, и кроме мороза меня больше никто не тревожил. К самому холоду привыкнуть невозможно. Когда прогорают дрова, приходится подниматься и постоянно в течение ночи подбрасывать новые. Мой костер уже давно прогорел, поэтому я сейчас соберу свой ножик и отправлюсь дальше, к реке Припять. Как бы там ни было, а движение – это жизнь. Для передвижения зимой или в межсезонье выходить нужно рано утром, когда снег еще не начал подтаивать. Для кратковременного отдыха на маршруте каждый час делаются 10-минутные привалы. В летнее время здесь полно озер, болот и заток. Сейчас все замерзло, и передвигаться значительно легче. Вот я и вышел к Припяти. Попробую пробить лунку и чего-нибудь поймать. Перед выходом на лед необходимо проверить его на прочность. В середине зимы, когда оттепель не предвидится, лед, как правило, крепкий, и передвигаться по нему безопасно. Но в любом случае лучше запастись длинным крепким посохом. Во время передвижения по льду следует помнить, что течение обычно разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей тростника, в местах слияния русел водоемов, возле скал, вмороженных в лед корях, поваленных деревьев и другого мусора. При этом вода находит выход обычно вдоль берега, где течение быстрее, на участках, заросших осокой и у затопленных кустов. Все препятствия на речном льду необходимо обходить, а в местах изгибов рек лучше держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее, а лед тоньше. Лунку лучше рубить вдали от берега. Здесь рыба получает меньше всего кислорода и в прямом смысле слова готова выброситься за очередной порцией воздуха. Не думаю, что мне так повезет, но попробовать стоит. Прорубь для ловли рыбы на водоеме можно выдолбить с помощью камня, куска железа или в крайнем случае ножом. Я понимаю, это выглядит кощунственно, рубить лунку ножом, но у меня другого выхода нет. Хотя вот видно уже темный лед. Уже 10 сантиметров есть. Теперь я попробую смастерить механизм для поклевки, что-то в виде импровизированной жерлицы. В качестве лески использую шнурок из курточки, а в качестве крючка и грузила пойдет бегунок от змейки. Удилищем будет служить вот эта вот палочка, подобранная на берегу. К одному концу 30-сантиметровой палочки крепится леска с крючком и грузилом, а к другому кусок ткани. Посередине палочка крепко привязывается к середине другой палки большего диаметра, длина которой превышает диаметр лунки. Эта конструкция устанавливается у края лунки, а леска с наживкой забрасывается в воду. При поклевке флажок начинает двигаться вверх-вниз. Чтобы лунка не замерзла, ее можно заполнить ветками или периодически разбивать образовавшуюся тонкую корку льда. Вообще таких лунок должно быть несколько, чтобы увеличить вероятность поклевки. Но на них уходит очень много сил и энергии, поэтому я ограничусь двумя. В одной помещу жерлицу, а в другой размещусь сам со строгой. Для этого я расщепил свой посох на 4 части и заточу концы. Реки на зараженных радиацией территориях со временем становятся самым безопасным местом, и в них можно поймать вполне безопасный источник пищи. Вызвано это тем, что, попадая в воду, радиация вымывается в водоемы, расположенные ниже по течению.
Поэтому пойманную здесь рыбу и моллюсков можно есть, не опасаясь за свое здоровье. Я знал таких отчаянных парней, которые уходили на ночную рыбалку с ночевкой. Они накрывались над лункой брезентом или целлофаном, ставили внутрь свечку и так ловили до утра, согревая себя спиртным. Я не сторонник такой рыбалки, поэтому если в ближайшее время ничего не поймаю, то продолжу путь дальше. Мои опасения подтвердились, и через 3 часа, так ничего не поймав, я пошел дальше к печально известному на весь мир городу Чернобылю. Зимой передвигаться лучше всего по руслам замерзших рек. Сам Чернобыль находится в 10 километрах от этого места. Поэтому к вечеру, я думаю, мы будем уже в городе. О, вот смотри, похоже на пресноводных мидий. Такие маленькие облепленные, видишь? О, да тут и большие есть, оказывается, смотри. Маленькие ее детеныши. Это будет сегодняшним ужином. Надо поискать еще. Вот еще есть. И не маленькие. Судя по закрывшимся раковинам, они совершенно свежие. Вот. Вот тоже видно. Это хороший источник белка. После заката солнца стало ясно, что в Чернобыль сегодня я не попаду. Поэтому пришлось искать укрытие для ночевки на побережье Припяти. Можно в этом обрыве попробовать проделать туннель для ночлега и заслать его камышом. Сегодня дойти до Чернобыля не получилось, поэтому я вырыл в обрыве из песка полупещеру, которую услал тростником. Я уверен, здесь будет теплее, чем в шалаше. Она закрывает от ветра, по крайней мере, 3 стороны. Сейчас я еще схожу за тростником, после чего разведу костер, на котором приготовлю найденных сегодня мидий. После такого костра можно провести хоть всю ночь. Оно сегодня ясное и тихое. Я в угли уже побросал мидии. Минут через 15-20 они уже будут готовы. Получились жареные мидии в собственном соку. Сейчас попробую их на вкус. Песок на зубах скрипит. Привкус отвратительный, но похоже желудку нравится. Вчерашние мидии помогли мне пережить ночь. Но начавшийся дождь выгнал меня в дорогу задолго до рассвета. Я забыл взять перчатки с собой, но вдалеке я вижу какие-то строения. Похоже, это Чернобыль. Мне надо спешить. Чернобыль – город районного значения, расположен в Киевской области Украины. В 1970-х годах в 10 километрах от Чернобыля была сооружена первая в Украине атомная электростанция. До катастрофы в городе проживало 12,5 тысяч человек. В настоящее время в городе проживают только самоселы, работники учреждений и предприятий, зоны отчуждения и безусловного гарантированного отселения. Вот я и добрался до печально известного города Чернобыля. Посох мне уже не нужен, но на этом мое приключение не заканчивается. Я заранее договорился с администрацией зоны и смогу прогуляться по безлюдным улочкам города Призрака.
В нескольких километрах от Чернобыля расположен еще один город-призрак – Припять. Я не могу уехать из зоны отчуждения, не посетив его. Припять – покинутый город атомщиков на берегу реки Припять. Основан в 1970 году. Средний возраст жителей города составлял 26 лет. Здесь располагалось 160 домов, 15 садиков, 5 школ, ПТУ, 3 поликлиники, дворец культуры, спортивные учреждения и предприятия. На нынешний момент в городе действует лишь несколько объектов. Специальная прачечная, станция обезжелезивания и фторирования воды, гараж спецтехники, а также КПП на въезд в город. Именно здесь, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших в мировой истории техногенных катастроф. По статистике, только за первые 2 десятилетия после Чернобыльской трагедии пострадало около 2,5 миллионов человек, из которых свыше 120 тысяч сейчас инвалиды. Вот на этих улицах только через 36 часов после катастрофы началась эвакуация жителей города Припять. В первые дни было эвакуировано население 10-километровой зоны. Затем эвакуация распространилась на 30 километров. В результате аварии и сельскохозяйственного назначения было выведено около 5 миллионов гектар земель. Вокруг атомной электростанции создана зона отчуждения. Уничтожены и захоронены 94 населенных пункта. Пожалуй, это единственное в мире место, из которого не стоит привозить сувениры. В городах основная часть опасных веществ накапливалась на ровных участках поверхности, на лужайках, дорогах и крышах. Под воздействием ветра и дождей, а также в результате деятельности людей, степень загрязнения сильно снизилась, и сейчас уровень радиации в большинстве мест вернулись к фоновым значениям. В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому заражению подвергалось травоядные животные. Затем радионуклиды вместе с дождем или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в растения в основном через корневую систему. Уровни загрязнения в таких районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия все еще может превышать допустимые значения. Значительному загрязнению подверглись леса. Из-за того, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, а не выводится из нее, уровень загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства озер в настоящее время низкий, однако в некоторых изолированных водоемах концентрация цезия в воде и рыбе еще в течение десятилетий может представлять опасность для здоровья людей.
Удивительно, как быстро природа берет свое. Уже через тысячи лет археологи будущего будут ломать голову над тем, куда ушли люди, почему все оставили в своих домах. Нам же нужно оградить себя от атомной энергии, иначе нашим потомкам придется осваивать другие территории для жизни. И этому уже есть примеры. Я же возвращаюсь обратно в цивилизацию. Мы скоро снова увидимся в моем мире, в мире дикой природы.